Всем доброй ночи. Вот появилась такая минутка свободная, решила снять голосовые. Вот это мне пишут. Как видите, у меня и ночью пишут, так что я привыкшая работать сутками. Так вот, накопилось много голосовых, и люди иногда сами пишут, чтобы я выставила их СМС с переменами, да, чтобы это вдохновило людей. Я иногда выставляю фотографии с большими переменами до и после работы со мной. Мне уже давно-давно никому ничего доказывать не нужно, все доказано и показано, но людям нужно вдохновение, людям нужно видеть, что это реально, это меняется, чтобы они не ленились, брали и делали мои работы. Потому что очень много перемен не только после, ну, скажем так, работы напрямую со мной, но и после того, как люди сами взяли и мои работы начали проводить. Бывает иногда, знаете, комментарии под роликами или под фотографией. Ой, ерунда, все это сказки. Есть такие животные, которые сами не ам и другим не дам. И сама ничего не буду делать, чтобы моя жизнь была другой. Ну и над другими посмеюсь, легче станет. Знаете, самоутешение такое идиотское. Может быть, кто-то привык, что в этом мире одни могуйки. Но я хочу вам сказать, что люди, которые в жизни встречали часто вот подобных шаромык, даже эти люди, которые разуверились во многом, через некоторое время восстановили свое доверие к магии и веру к магии и уважение. В чем опасность вот таких вот гадалок подзаборных? Опасность в том, что люди разочаровываются, не хотят после этого для себя что-либо делать. Потому как люди привыкли, что вроде никакого результата быть не должно, но просто пойдем, узнаем, что там какая-то порча откуда-то, чего-то. И на этом спасибо. И когда люди видят и встречают вообще настоящих мастеров, они всеми силами этому сопротивляются. Они не хотят верить, что это существует. Знаете, это некая такая сила самосохранения, самообороны, что ли, самозащиты. Вот, а вдруг я поверю, и окажется, что это неправда, и мне будет больно. Лучше я сразу скажу, ерунда это все. И даже думать не буду, что в мире существуют настоящие ведьмы, и они способны изменить судьбу человека. А в мире они существуют. Если я выставляю такое не для того, чтобы кому-то что-то доказывать, я уже говорил, мне абсолютно не начихать. Люди, которые присылают голосовые, я их даже не знаю. И, между прочим, вот эти голосовые, снимая, первый раз я сама слышу их, то есть слушаю вместе с вами. У меня нет возможности включить это все, прослушать. Их несколько сотен просто отправлено. Я их сохраняю в определенном чате, чтобы не, ну, то есть не разбросанные были. И я сама первый раз вместе с вами их слушаю. То есть я даже понятия не имею, что там есть и кто там присылает, понимаете? Но при желании, конечно, можно говорить что угодно. Я помню, когда я снимала в прямом эфире «Остановить ураган» в Москве, потом в прямом эфире «Остановить дождь», несколько раз снимала специально в прямом эфире, не в записи. Когда очень сильный дождь остановился буквально за 3-4 минуты, и есть у меня эти записи, все они есть на каналах разных и на моих. И все равно сказали, да, дождь все равно должен был остановиться. Конечно, он должен остановиться, он же не будет идти 40 дней, 40 ночей. И, знаете, весь день он идти-то не будет. Понятное дело идиоту, что дождь-то все равно остановится, это понятно. Но дождь такой силой останавливается через 2 часа, 3, пускай час. Но когда такой сильный дождь, ураган, ветер останавливается за 4-5 минут,
Это говорит о том, что он не случайно остановился, понимаете? Но есть конченые люди, просто конченые, по-другому нельзя их назвать, это конченые люди, которые прекрасно понимают и видят, но они хотят все равно тебя уколоть. Да, ну, это он бы все равно остановился. То есть не имеет значения, что это был прямой эфир, что это люди смотрели, что за 4-5 минут такой дождь остановился. Это он случайно так остановился. Мы договорились с дождем. Люди, которые отправляют голосовые, это они, я с ними договорилась. Люди, с которыми я никогда в жизни, те, которые сейчас себя услышат, они знают, что они мне никогда не писали, я их не знаю. И знать не знаю, понимаете? Люди, которые отправляют свои фотографии до и после, есть среди них те, с которыми я работала, есть которых я не знаю. То есть, если захотеть как-то опорочить, если захотеть что-то сказать, обязательно найдется, что сказать. Люди, с которыми я провожу ясновидение в прямом эфире, абсолютно незнакомые люди, которых я не знаю. Есть те, которые первый раз на моем форуме, есть те, которые давно на канале, но сидят ли, я знать не знаю, где они живут, кто они есть, как я могу их узнать. Да, это у нее одно время одна дура бабка говорила, есть какое-то приспособление, через которое просматривается адрес, и где там живет, как выглядит район, какое приспособление должно быть. Эти приспособления, наверное, стоят миллиарды, и они только у спецслужб, понимаете? Хорошо. Все пытаются объяснить. Все, понимаете? Вот онкология, вот, значит, опухоль в голове человека прошла, случайность. Дождь остановилась, случайность. Ясновидение 20-30 человек полностью, причем эти люди много раз поражались и писали, и даже снимали видео, как такое может быть, чтобы я это все сказала им, когда они сами даже некоторые вещи не знали, и родители потом сказали, да, да, так и есть. Случайности это, там какие-то приборы у меня, которые показывают. И я потом, знаете, в первое время мне было очень обидно и больно, потому что каждому человеку обидно, когда ты прав, а пытаются убедить в том, что это не так. И потом я поняла, есть люди на этой земле, есть удобрение человеческое. Это существа двуногие, ну, в облике человека, в которых нету ничего святого, нет души, нет. Они знают, что они врут, они понимают, что это не так, но они будут говорить это, чтобы тебя задеть. Им так хочется, потому что им, ну, или чем-то ты отказал. Чаще всего кто на тебя лает, кто там пишет гадости? Люди, которым ты отказала. Вернуть мужа или кого-нибудь, понимаешь? Они там раз и создали другой профиль, зашли, начали. Ерунда, все это сказки. Дорогие друзья, я это все снимаю, показываю для разумных людей, чтобы вы уважали вселенские силы. Мне не нужна слава. Слава нужна этим силам, и они прославляют себя через меня. Я обычный человек. Я человек, которому это дали. Вот этот тяжкий крест тащить, но в то же самое время я как проводник между вами и этими силами, понимаете? И все, что вы говорите, благодарите, удивляетесь, это все уходит им. Потому что работы, которые я вам дарю и которые работают у вас – это не с воздуха пришли, это не просто плод прекрасный, красивый, скажем так. Это не то, что фантазии, красивых знаний. Да, можно написать красивый ритуал, очень необычный, интересный, но он должен сработать. Так что, говоря такие вещи, вы обижаете эти силы. Я заметила, люди, которые вот так несколько раз написали какие-то гадости в форумах, потом исчезают, какие-то у них проблемы начинаются. Не надо трогать эти силы. Вы можете мне говорить все, что хотите говорить. Я вас пошлю на 3 буквы, естественно. Но трогая эти силы, вы обрекаете себя. Вы понимаете, что вы залите эти силы, не меня. Испокон веков были настоящие ведьмы. Люди ходили, заговаривали грыжу. Как это понять? Случайность?
Просто случайно грыжа исчезла через 2 дня после того, как человек начала, значит, заговаривать. Ведь и издревле люди ходили к таким женщинам, получали исцеление, получали помощь, открывались дороги судьбы. И многие очень нищие, очень несчастные люди богатели, потом приходили, благодарили. Многие, которых вели на казнь, скажем, незаслуженно, были спасены от суда и так далее. Нету случайностей, дорогие мои. Если вам не встречались настоящие мастера, это не значит, что надо хаять всех подряд. Не каждый, кто надевает белый халат, есть врач. Можно пойти оплатить, ни хрена не получить, никакой помощи абсолютно, еще и больше тебя искалечат. Но можно пойти найти врача, который спасет тебе жизнь. Есть такие врачи, которые просто не сдаются. Понимаете, и к ним записываются на очередь на годы вперед. У них там минимум разговора с тобой 5-6 минут, не более того. Но ты знаешь, что он спасет тебе жизнь. Так что тоже можем сказать, что это случайно, просто вот просто болезнь сама ушла, причем здесь он. Вы говорите одно и то же. Если вы не видите работу ведьмы, то есть воочию не видите, это ни о чем не говорит. После таких работ эта ведьма выжатая лежит просто сутками, но просто вы этого не знаете. Вы это не видите, но вы видите уже результат ее работы. Так что, как одна сказала, даже если вы Ленина воскресите, они скажут, что вы с ним заранее договаривались. Поэтому люди, которые настроили себя на то, что все равно я скажу это неправда, все равно скажу это не так, все равно скажу это случайно, бесполезно с ними о чем-то говорить. Я говорю с разумной публикой. Я хочу вас вдохновить, взяться за свою жизнь и делать эти работы, потому что эти работы не только через меня и через мою работу помогают, они помогают, когда человек делает даже со самой страшной порчей, проклятием, в любом случае, хоть на время остановит, смягчит, пока найдет выход, возможность это окончательно снять. Итак, слушаем. Здравствуйте. Хочу Одну секунду, я погромче немного. с вами поделиться результатами еще одной вашей работы. У меня сын младший, ему 12 лет. Он очень активный, шаловливый ребенок. И я всегда за него испытываю тревогу. И примерно 1,5 месяца назад я особенно сильно стала за него тревожиться. И вдруг вспомнила, что записывала ваш ритуал воину Руинтану. Я провела этот ритуал, отнесла под дерево молоко, мед и кусок черного хлеба и сказала воину Руинтану за его службу. Через неделю я снова провела этот ритуал, потому что постоянно в последнее время стала тревожиться за сына, как будто предчувствовала какую-то беду. И вот проходит какое-то время небольшое, неделя может быть, и мой сын попадает под машину. Его аж откинуло на 2 метра, и он упал на бордюр, ударившись левым боком об бордюр каменный. Но с его слов, к удивлению моему, он встал и пошел в школу, просидел все уроки и никому об этом не сказал. А вечером только после работы я об этом узнала. Но так как я врач, я знаю, что могут быть отдаленные последствия. Я отвезла его в больницу, и нас под наблюдение госпитализировали. Пролежал он в больнице 4 дня, затем его благополучно выписали, и никаких повреждений не нашли. На УЗИ, на рентгене никаких повреждений не было, все было хорошо. Немножко позже я уже поняла, что воин Руинтан защитил моего сына. Инга, я вас от всей души... Я вас от всей души благодарю за вашу бесценную помощь. Я продолжаю вас слушать, и пусть ваш сын и все ваши близкие, и вы будете здоровы. Ой, аж я сама заплакала. Воин Руинтан это защитник мужчин в персидской мифологии, поэзии. Если кто читал Шахнаме,
он защищал всегда своих братьев и отца и прочее, прочее. Ну, скажем так, это персонаж не мифологический, это исторический персонаж, который после смерти, как говорят, его душа защищала мужчин. Поэтому эта защита для сыновей особенно очень сильна и помогает им продвинуться по карьерной лестнице и так далее. Да, видимо, перед этим ребенком была смерть, и вот ее разумные шаги матери, они спасли. Если у вас есть такое предчувствие, делайте эти защиты. Защита тысячи матерей, есть сохран тысячи матерей. Не могу себя загрузить, к сожалению. Почему-то через некоторое время блокируется. Может, по новым правилам Ютуба, там фотографии сына. Поэтому как бы так вот не дает он поставить. Но на других моих каналах можете найти. И материнская защита. На каналах более многочисленной аудитории такие не идут, на других нормально. И защитите, естественно, своего ребенка. Долгих лет вашему сыну, все будет хорошо, не переживайте. Видите, если вам дают это предчувствие, сразу проводите, и все будет нормально. Хотя невероятно, чтобы вот 2 метра отлететь на бордюр и абсолютно никаких повреждений. Все равно внутренние повреждения бывают. И если ничего нету, это замечательный результат, что я могу сказать. Это случилось 3 сентября. Он шел в школу утром рано. Нас потом смотрели и хирурги, и терапевты, и УЗИсты, и даже судмедэксперт в судебной медицинской экспертизе. Судмедэксперт с линейкой там все замерял, но ничего, никаких повреждений не нашли. Замечательно. Инга, я вас от всей души благодарю. Здравствуйте, Инга. Вот сейчас прошел месяц-полтора, и я хочу сказать, что было продолжение всей этой истории. После ДТП у меня не пропадало чувство тревоги за ребенка, и я все равно постоянно испытывала стресс какой-то за него, страх. Я стала продолжать делать ритуал воину Руинтану. Еще, наверное, раза 2 проводила этот ритуал, носила молоко, хлеб, мед под дерево и, уходя, говорила воину Руинтану за его службу. И мысленно постоянно обращалась, глядя в небо, и говорила: силы судьбы, силы, духи судьбы, пожалуйста, защитите моего сына Максима от опасности. И буквально через неделю после проведенного ритуала неподалеку от нашего дома сгорел торговый центр под названием «Максим». Я сначала не связала, а потом, анализируя, поняла, что, видимо, все-таки была опасность, и воин Руинтан отвел беду от сына Максима на торговый центр с именем Максим. Но никто не пострадал, слава богу, это случилось в 6 утра. А мой сын бегал туда часто в последнее время, в этот торговый центр «Максим». На 4-м этаже там располагается компьютерный игровой зал, и мне так не нравилось, что он туда бегал. Мне казалось, что он зря теряет время, а уже начался учебный год. И сгорело, кстати, верхние 2 этажа, 4-й и 3-й этаж, как раз где располагался этот компьютерный зал. Анализируя все, позже я уже поняла, что силы судьбы и дух воина Руинтана помогли мне. И все, после этого случая вот сейчас у меня уже на душе все спокойно, тревога прошла, и я уже сейчас чувствую спокойствие за своего ребенка. Благодарю вас, Инга, за помощь. Ритуалы ваши работают. Я желаю вам и вашим близким здоровья и надеюсь, что мой отзыв пригодится людям. Спасибо за внимание. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что, во-первых, то, что этот торговый центр носит имя вашего сына, и, знаете, есть люди, которые могут, они не ясновидцы, но у них очень сильно развито, особенно у врачей. У них должна быть развита интуиция, иначе они не распознают болезни, не смогут помочь. У них должно это быть развито. И, во-первых, это место, куда он ходил все время, и то, что она скоро сгорит,
уже вам приходило это состояние все время, и то, что он попал в аварию, уже показывало, что на нем есть опасность, и его надо оберегать. Смотрите, видимо, у вашего ребенка очень может быть либо с глаз, либо еще что-либо. Это надо посмотреть. Я вам рекомендую найти онлайн-чистку «Грузинская сила». И внизу от злых чар 3 ночи кряду сделать со спичками и умыть лицо ребенку. Я там объясняю, как это делать, собственно говоря. Найдите онлайн-чистка «Грузинская сила». Внизу есть от злых чар очень древнее заклинание. Это первое. И второе, сделайте сохран 1000 матерей. И все. То есть сначала очистите, вот таким образом заговорите ребенка, а потом делайте сохран 1000 матерей. И все. И уже опасность прошла. Она и так прошла. Но на всякий случай сделайте для вашего спокойствия. Так, далее. Здравствуйте, уважаемая Инга. Я хочу к новому наступающему 2020 году сказать вам огромное спасибо за те все лекции, за все ритуалы, за все чистки, которые вы безвозмездно дарите людям. Я ваш почитатель, вы для меня как учитель. Но я хочу поделиться своими достижениями за этот год. Я всего лишь год на вашем канале. Я благодарю богов за то, что в самый трудный момент моей жизни они мой взор обратили на вашу лекцию про ведьм, про магуек и все такое. Это было в самый нужный момент для меня. И я благодарю богов за это, что они дали мне увидеть вашу лекцию, прослушать и осознать очень многое. Я хочу поблагодарить вас за ваши чистки. Я не могу сказать, что я пользовалась всеми, но, например, женскую суть я провожу уже, наверное, регулярно, там, раз в 2 месяца. Как у меня получается. Сначала у меня не получилось. Мне так казалось, что не получилось. Вы тогда еще сказали, наверное, говорит, в онлайн женской сути, вы сказали, ну, наверное, там кто-то, там Маруся, например, скажем, толстокожая, и поэтому никак себя не чувствуешь. Правда, я тоже никак не чувствовала, я просто все делала. Результат был потом шокирующий. Прошло время и... На секунду. Дорогие друзья, вот пока не забыла. Смотрите, у вас нет такой загруженности, как у меня. Да, может, у вас тоже работа напряженная, все такое, не спорю, но у вас нет такой загруженности, как у меня. У вас в день нету по несколько тысяч СМС, у вас нету консультаций, у вас нету книг, у вас нет роликов, лекций, ритуалов и так далее. У вас такой огромной загруженности нет. Я до себя не могу добраться, это можно объяснить. Но вы после работы можете потихоньку делать одну работу, один ритуал, второй, третий. Делайте, не ленитесь. У вас этой загруженности нет, как у меня. Вы себе можете позволить в день полчаса уделить определенным чисткам, понимаете? Слушаем дальше. У меня прошли боли. У меня прошли, которые мучили меня с детства. Женские периодические боли. Такие, что я без сильнейших обезболивающих не могла вообще жить в эти дни. У меня прошли, а потом я начала думать, окей, буду проводить дальше. Исцелюсь полностью. Кстати, извиняюсь, недавно под роликом «Ясновидение», да, в прямом эфире, одна мадам написала. Так интересно, вот вроде она все сказала, такие шокирующие подробности жизни, я не вижу удивления людей. Словно это все запланировано. Я хочу сказать этой мадам вообще и всем остальным. Дело в том, что вы на моем канале, когда 2-3 дня, вы не способны понять это все. Люди, которые у меня несколько лет, они уже привыкли к тому, что я вижу это все. Поэтому у них нету шока, понимаете? Они привыкшие, они уже это видели, такие, скажем так, прямые эфиры с ясновидением настолько часто, и они настолько уже знают и спокойно относятся к тому, что я это вижу, они не шокируются. Не шокируются, это значит, что люди поняли, с кем имеют дело. Они не удивляются, что я это вижу. Они просто это воспринимают как должное.
Понимаете или нет? Вы, когда посидите на моем канале несколько лет, вы точно так же спокойно начнете воспринимать. Потому что, как мне некоторые говорили, я не удивлена. Вот знаете, мне прям пишут, вы знаете, я провела это, то у меня исчезла просто опухоль, пошли. И врач говорит, как это можете объяснить? А я, говорит, ей забыла, что она вас не знает. И говорю, ну это же Инга, что здесь удивительного? Она, а кто это Инга? Я говорю, дала ссылку на ваш канал, она подсела на ваш канал, сидит, смотрит. Вы понимаете, то есть люди уже способность удивляться уже не имеют этой способности по той причине, что, ну это же Инга, что здесь удивляться? Да, она должна была пройти. Это, с одной стороны, очень приятно и хорошо. Ты понимаешь, что ну, ты уже утвердилась в этой жизни, ты уже заняла свою нишу, ты уже заняла свое место, и люди уже не удивляются, что твои работы получаются, потому что это же ты. А с другой стороны, вот для таких вот новичков, для таких вот дурочек, которые приходят, а почему нету шока, а почему нет удивления? А потому что у людей есть такое выражение. Ну это же Инга, что здесь удивляться? Она и видит, она и делает, она и дает то, что помогает. Понимаете? Дорогие мои, вы никогда это не поймете. Надо узнать меня ближе и мои работы очень хорошо и близко. И тогда вы просто сами все поймете. Прежде чем делать выводы, прежде чем нагадить или что-либо такое написать, о чем потом пожалеете, сядьте просто и посмотрите. Некоторое время изучите этот канал. И вы точно так же, как и все остальные, скажете, ну это же Инга, что здесь удивляться? Да, она видит. Понимаете? Слушаем дальше. Проводила. Мне нравился сам ритуал, сама чистка, сам ваш голос, когда я проводила, но и в один из моментов у меня произошел такой прорыв, что я была в шоке сама. Мне стало легче, у меня боли прошли все неприятные эмоции какие-то. Вот это насчет женской сути. Теперь я хочу рассказать насчет вашего ритуала богини Фортуны. Я ее очень люблю, я делаю все ритуалы богини. Я ее купила, она у меня есть. И один из очень необычных эпизодов в моей жизни. Да, мне деньги приходят. В принципе, ни откуда, но получается, что там пришло где-то больше. Рассчитывала на меньше, приходит чуть-чуть больше. И я благодарю за это. Но я провела один ритуал, и мне нужны были в тот момент очень сильно деньги. Меня мучили, я должна была отдать долги, меня уже вот вопрос ребром стоял. Хоть часть, но отдай. Итак, опять ставлю свои 5 копеек, потому что я снимаю для того, чтобы рекомендовать, какие лучше провести в таких случаях. Получить 1 000 000 от Фортуны, римский ритуал на быстрые деньги, сразу приходят деньги. Если есть источник, конечно, лежа на диване сверху не упадут. Но если есть источник, например, что-то продаете, не продается, оно сразу продастся, и вам деньги придут. Я провела ритуал, и моей маме вернули большую компенсацию денег по немецким законам тут за ее, то, что она работала в детстве. И она поделила эти деньги, которые ей подарило государство, на всех своих детей. То есть мне мама подарила деньги, и я смогла отдать долг. Это было необычно. Пожалуйста. Моя мама была сама в шоке, потому что она была уверена, что это просто чушь, что никакой компенсации не было, что это просто людей... Она ждала эти деньги 3 года. И вот после того, как я провела ритуал, моя мама получила эти деньги, и она сама поделила их на всех своих детей. И я получила часть, чтобы отдать долг. Также я могу рассказать 3 жреца. Это мой любимейший ритуал, который мне помогает. И правда помогает. Это надо просто иметь терпение, иметь надежду. И все дается. Я вас благодарю, я вас поздравляю с наступающим годом. Огромное вам спасибо за ваши ритуалы. Я только себя немного ругаю, потому что я работаю в ночные смены. Не всегда я могу сделать ритуал, какой хочу. Огромное вам спасибо. Ничего страшного, постепенно ваша энергия Моя жизнь привыкнет. изменилась к лучшему. Я знаю, что у меня есть и защитные ритуалы, Есть. и отдача врагам.
Я их коплю, я их сама переписываю. Иногда просто уже не успеваю. И благодарю Яну за то, что она выкладывает их, потому что не успеваю переписать. Я вам огромное вам спасибо. От меня, от моей семьи. Потому что изменяется все. Если благодаря вам. Вы изменили мое мышление в очень многом. Огромное вам спасибо. Я вам говорила, что я, пройдя тяжелые страшные годы, я дала слово, что я отомщу злой силе тем, что буду отнимать и вырывать из ее лап новых жертв. Вот это моя месть силе зла. Не дать этой силе сожрать людей. Как можно меньше людей, чтобы она съела, и как можно больше спасти и дать людям надежду на хорошую жизнь. А эта надежда есть. Не обязательно сидеть, прям верить, не верить. Просто делайте и получайте результат. Все. Делайте и знайте, что оно получится. Это все равно, как телевизор включаете, и вы знаете, что обязательно она включится. Никаких сомнений. Не думайте ни о хорошем, ни о плохом. Просто делайте и все. И последний с вами послушаем, потому что уже время, если не успеем, я в другом голосовом его включу. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуй, Яночка. И все в чате, единомышленники. Я хочу рассказать свои свидетельства о работах нашей уважаемой и щедрой Инги. Начну с того, что несколько месяцев назад ко мне прибилась кошка. Худющая, страшненькая. Ну, пришла сама и осталась у нас. Подросла, стала красавицей. Очень красивая, ласковая кошка. Я почему-то сразу подумала о одном из рассказов Инги о животных. И с радостью и так бы оставила, но тут была еще больше радость оставить Посланница. Это посланница. это животное. Я хочу рассказать всего лишь о 2 последних днях, которые у меня произошли. Вот после чистки онлайн с Ингой, которую провела Инга, у меня произошли такие приятные изменения. Мы с девочками, с дочками моими последний день Нового года ходим обязательно в ресторанчик, так провожаем. И вот они мне, девчонки мои, подарили очень красивейшую сумку за 500 евро и такой же брелочек для ключей к ней. Потом я, значит, в приятнейшем настроении напала на магазинчик, который должен закрыться, и там были скидки на 75%. Как всегда, Я часто набрала такое. там на 100 евро, но я не знаю, по-моему, на полжизни. И подарки девчонкам тоже подарила. И, ну, в общем, это были и простыни, и наборы постельные по 10-12 евро, которые стоят, ну бешеные деньги. Лампу купила настольную, красивейшую. Ну, в общем, радости не было предела. Затем я, значит, на следующий день я делаю ритуалы открытия дорог на ключ. Делаю амулет от сглаза, так как брелок новый для ключей. Я все время его делаю на брелок на ключах. И ритуал задобрить символ года. Орла у меня не было, к сожалению, не нашла. Я его просто нарисовала. И вот что у меня получается. Началось с того, что я получила разрешение на возмещение затрат на лекарства на месяц раньше, чем рассчитывала. И когда пошла к парикмахеру, после стрижки и окраски мне подарили очень красивый подарок. Они там целый набор такой косметический. Мир и начинает любить конечно же, человека. очень приятно.
Вот. Э, Со всех сторон. И самое-самое главное, что у меня получилось неожиданно, у меня муж очень болен, тяжелая форма артроза, и операцию ему назначили на конец марта месяца. Это очень долго, потому что он сильно болеет, у него очень сильные боли. И я просто позвонила в секретариат в госпиталь, и у меня получилось одновременно, в это же время кто-то попросил перенести на попозже операцию. И у меня получается, что в это время мне дают, как бы сказать, рандеву на операцию на март месяц, на 18 марта, то есть на 2 месяца раньше. На 23 января, то есть на 2 месяца раньше. И это была такая радость для всех, для нас, что, просто, что немыслимо. Извините, мой русский, я уже 20 лет не говорю, поэтому немножко запинаюсь, спотыкаюсь. И раз уж такой день, я бы сыграла в лотерею. Надеюсь, раз уж такая была, такой удачный день и такое везение, надеюсь, что вдруг и там повезет. И вечером мы отмечали Новый год, и было очень весело. Такие вкусные салаты. Весь Бенилюкс собирался, то есть 3 страны, и были вкуснейшие салаты. Такая программа интересная музыка, танцы. В общем, сейчас лежу, ноги болят. Но не потому что болею, а потому что натанцевалась. Вот такое вот маленькое свидетельство от последних 2 днях. Надеюсь, что все будет продолжаться. Надо делать и делать ритуалы, и вы найдете свои. У меня тоже не все работают. А вот эти вот сработали прям на 100%. Да. Спасибо огромное, Инга. Спасибо. Я очень благодарю вас. Благодарю. Находят свои, они начинают работать, менять жизнь. И самое главное, вот весь мир, все окружение меняет отношение к вам. Такое ощущение, как будто этот мир пришел вам служить, понимаете? Вы начинаете понимать, вам то скидки, то подарки, вам вот что-то нужно, вы попадаете на какую-то распродажу обязательно. Вы хотите эту шубу, вам продают со скидкой чуть ли не половины или еще меньше. Деньги экономятся, но то, что вы хотите, приобретается. То есть вы начинаете понимать, что весь мир как будто начинает вам прислуживать. Понимаете? Вот это реально так. Вот это вот кольцо захотели, она поменьше вам отдают. Еще сверху какой-то подарок вы выигрываете. То есть постоянное ощущение, что судьба поворачивается к вам лицом. Делать ритуалы, чтобы найти свое. Как только нашли свое, несколько своего даже достаточно, чтобы у вас постоянно были перемены. Что сказать вам, дорогие друзья? Удачи вам. И я для этого и дарю, чтобы ваша жизнь менялась. Я хочу, чтобы вокруг нас было много счастливых людей. И почему я делаю это добро, я всегда отвечаю так. Когда-нибудь это добро выйдет навстречу моим детям. Надеюсь. Для этого и делаю. Набираю бонусы для своего рода и для себя на том свете. Чтобы в хорошем месте меня определили. Всем удачи!